Куда-то. Куда ты? Куда? Хороший вот это карпик. Взялся. Тот поболее. Главное, чтобы не сошел. Сегодня туман, тишина вокруг. Друзья, всем привет! Я в этом году очень часто выезжаю порыбачить на карпа. И пока карп ловится, я все-таки решил приехать опять на этот водоем и попробовать половить его на кивок в камыше. Я уже подготовил места, покажу вам попозже. Повырезал камыш, закормился горохом, взял с собой 2 удочки под боковой кивок, взял с собой также удочки поплавочные. Вдруг, если не будет получаться в камыше, то перейду на поплавок. У нас сейчас стоит жара до 35 градусов днем. Очень жарко для наших мест. Ночью сегодня было плюс 20. Вся рыбка, когда стоит такая жара, она вся прячется в тень. Это может быть и камыш, и какие-то коряги, и под нависшими деревьями стоит, если там позволяет глубина ему прятаться. Поэтому недолго думая, я решил все-таки начать с камыша. Значит, пробуем сначала на кивок. Не будет получаться по камышах ловить на кивок карпа. Перейдем на поплавочек. Ну вот эти места, где я все повырезал. Тут расстояние между точками 5-10 метров. Вот первая точка. Так вот прямо вторая точка. Там я вырезал камыша совсем чуть-чуть. Глубина где-то около метра. Может чуть-чуть больше, 1,10 м. Вот так вот. 1,20 м максимум. Под камышом. В глубину камыша там, естественно, глубина поменьше. Так, и вот это вот самое уловистое место. Я тут и раньше рыбачил. Когда-то давно-давно, месяца 2 назад в этом месте. Здесь хорошо тем, что солнце здесь появляется после 11 утра. До 11 здесь тенек. И вообще прекрасно рыбачить, не жарко. Вообще отличное место. И вот у меня надежды на вот это место больше всего. Такой смесью я сегодня закармливал точки в камыше. Это вареный горох и кукуруза. Ай, как красиво встает солнышко. Запели ласточки, разлетались тут вокруг. Красота. Сколько комаров летает в камыше. Смотрите на солнце. Прям тучи комаров. Зацеплюсь за камыш и будем пробовать его ловить тут. Карпика, я думаю, что подошел уже. Так, камыш шевелится кое-где.
но не сильно. Может это быть и не карпик, а карась. Или небольшой карпик. Так, глубина тут метр максимум. Но я шнура отпускаю где-то метра 2. Так потом его проще вываживать. Так, опускаем. Пускаю наживку по окошкам между камышами. Но пока карпик молчит. О, поклевка приподняла чуть-чуть. Ну это мелочь, наверное, какая-то карпик тот сразу либо вниз тянет, либо выпрямляется кивок. А это так что-то дернуло. Комары. Опа, сразу поклевка была, ё-моё. Я не сразу понял. Дело в том, что... Так, значит, сейчас пойдет дело на кивок. Так, опускайте, ребята, всегда наживку очень медленно, плавно. Не спешите. Можете чуть приподнять сантиметров на 10, плавненько и опустить опять. Так тоже работает, иногда срабатывает такая же манипуляция. Ну, есть поклевочка, ребята. Да играюсь с ним. Ну, карпик такой грамм 400. Потянул. Какой сильный. Плыви сюда. Ой, здорово, привет. Привет, привет. Привет, привет. А, там, стой, стой, стой. А, кто подошел на мой горох? Так, ладно, не будем мучать малолетку. Ой. Плыви. Ух, есть. Есть. Где ж ты там затянул в камыш? Запутал за камыш вот такой. Ух, еще и зеркальный. Вот так, дорогой, давай. Ну, затянул я уже, как его пытался его со всей силы поднять вверх, все равно ушел в сторону. Гад такой. Первая точка сработала. Намотал целую кучу водорослей. Так, есть. Достаем карпушу. Смотрите, какой красавец.
Удочка Cold Dragon, она очень крепкая. И я же решил выдернуть его полностью из воды. Но ничего у меня не получилось, а он как пошел в сторону. Запутал за камыши, но все равно достал. И удочка выдержала, не сломалась. На это место можно где-то полчасика уже не подплывать. Он тут все расшугал конкретно. Плывем на следующую точку. Ух, камыш шевелится. Ушел, наверное. Ничего себе. Танк какой-то, просто танк. Даже вижу, где он остановился. Ух. Как будто там человек лазит. Плыву очень медленно, как можно тише. Карпик там прыгает вдалеке посреди водоема постоянно. О, передо мной шевелятся камыши, там где я обрезал. Видите, дергается прямо передо мной камыш. Самое главное его не спугнуть. Глубина небольшая, он все видит. Прекрасно. Так, опускаем медленно наживку. Есть, ребята! Куда ты? Куда? Хороший вот это карпик взялся. Этот поболее. Главное, чтобы не сошел. И главное не сделать острый угол между кончиком и шнуром, как я уже говорил. Ой, хороший амбал. Давай, выходи из камыша. Так. Без подсака никак. Ну давай. Короткий подсак, ё-моё. Есть, все. Есть, парень только подплыл. Вы видали? Вот вам и боковой кивок. Сейчас покажу вам этого амбала. Это амбалище. Это амбал, ребята. Смотрите. Троечка законно. Как вы думаете? Это прыгает посередине постоянно. Троечка железно. 4 она не дотягивает. Но хороший парень. Фух, ребята, вот это борьба была. Тихонечко подкрался. Шевелился камыш. Стал опускать, и он уже были поклевки. Он натрагивался. Сразу поклевочка. Но этот вообще, это конь. Стал его тянуть нахрапом, не давая ему зайти глубоко в камыш. Поднял сразу кверху. Вот вам и удочка. 3 килограмма легко выдерживает. Главное не бояться. И не делать острый угол между кончиком удилища и шнуром. Потому что кончик сразу обломается. Теперь можно минуток 20-30 передохнуть. Ну как минимум минут 15. И плывем дальше. Пробуем опять по этим же местам. Карпик ходит в камыше стабильно. Камыш шевелится. Когда достаешь карпа в камыше, остальной карп весь забивается чуть глубже в камыш. Минут 10-15 он опять выходит и на то же место и опять там крутится. Я когда
рыбачу на кивок, всегда беру несколько удочек под боковой кивок. Особенно когда рыбачишь на карпа, то могут быть такие варианты, когда вашу удочку карп может сразу же поломать. И все, и вам придется собирать снасти и ехать домой. Вот, я также беру запасную одну всегда. На одну рыбачу одна у меня запасная. Я купил маховое джокерное удилище. Фирма Акума. Длина 7 метров. Сразу же там, где комель, устанавливаю основное мотовило. Сюда наматывается шнур, когда вы уже полностью собираете удочку после рыбалки. Так, разматываем. Она у меня уже старенькая, видите, я тут изолентой приматывал. Можно приматывать шнуром и пропитывать суперклеем. Так будет вид будет более эстетичный. Берем маховую удочку не меньше, чем 7 метров длиной. Почему? Потому что вершинку из этого удилища я вынимаю и выбрасываю. Тем самым мы увеличиваем тест самого удилища. Там, где крепится боковой кивок, от бокового кивка буквально 2-3 сантиметра я креплю маленькое мотовило. Это мотовило нужно для того, чтобы делать глубину больше, меньше. Когда вы рыбачите на водоеме, глубина бывает разной практически всегда. Это мотовило делается для того, чтобы регулировать длину самого шнура при ловле. Боковой кивок при глухой оснастке не обязательно крепить намертво. Вот, буквально я одеваю, тут чуть-чуть подкручивается и все. Нагрузка при вываживании вся будет идти у вас на вот это мотовило. Я беру где-то метров 10 шнура, а только шнура, не лески. Перед мотовилом я привязываю шнур, затем его наматываю на мотовило, креплю боковой кивок и от мотовила через боковой кивок пропускаю шнур и уже потом креплю мормышку или крючок. На такую удочку с такой оснасткой я ловил карпа по 6 килограмм, доставал его без проблем. Так, ну что, попробуем на этом месте, где я поймал зеркального карпика, еще раз. Может, подошел уже, подул ветерок уже, хотя сегодня стояло. По прогнозу без ветра. Ну а карп у меня за спиной там прыгает посреди водоема постоянно, каждую минуту. Сколько рыбачу, здесь такого никогда не было. Бывало, там выпрыгивал раз там полчаса, но не так часто. Проплыл, друзья, по кругу, по всем камышам, ни одной поклевки. И карпа практически нигде не видно. Мне так кажется, скорее всего, что он весь либо забился глубоко в камыш, либо вышел на глубину. Я так подумал и решил все-таки продолжить рыбачить на поплавок дальше. Так, ребята, поклевка на правый поплавок, притапливает что-то. Пошел. Так, где ж ты? Стянул две удочки. Стянул мне две удочки карп, ребята. Камера не включилась вовремя. Хороший. Фу.
Буду распутывать удочки теперь полдня. Ну, карп более-менее нормальный. Ого. Да стой же ж ты. Видишь, что он натворил. Спутал все мои удочки 3. Сейчас мы его достанем, я думаю. Да не могу его достать, и все. Вы посмотрите, какой боец. Ой, хороший. Хороший, хороший. Есть. Фух. Достал все-таки. Смотрите, что он натворил. Все скрутил у меня, все 3 поплава, 4 удочки все. 4 удочки замотал. О, ребята, это было что-то с чем-то. И меня подвела камера, как ни странно. Эта камера вроде всегда была как бы надежной. Но это стало отключаться каждых 10 секунд, отключается и все. Но уже где-то с середины вываживания и до конца уже снимала камера нормально. Замечаю уже не первый раз, если ветер часто меняется, я, по-моему, это говорил и в прошлом видео, карпик может и будет клевать, но с большим нежеланием. Плыву к берегу. Больше поклевок не было. Постоял немножко на поплавок под камышом. Бросал поплавки, наживку под камыш. Ройки были, но браться уже не хочет. Я, наверное, один из тех рыбаков, которому нельзя с собой брать на рыбалку сразу и поплавок, и боковой кивок. Мне хочется и на то попробовать. И получается, теряешь очень много времени. Сейчас выплываю на берег и взвешиваю самого большого карпа. Покажу вам, какой вес. Так, ребята, ну вот положил я карпика одного. Взвесим. Так, по нулям. 3,5. Да, хотел еще, ребята, спросить у вас, пишите обязательно в комментариях, какие хотели бы вы посмотреть рыбалки на моем канале. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте, кто не подписан, нажимайте на колокольчик. Всем пока!